Наступило предосеннее время года. И для пчеловода на пасеке это уже безвзяточный период. Вот в это время, когда нет взятка, появляется очень опасное явление на пасеке. Это пчелиное воровство или напад пчел, как иначе пчеловоды говорят. Очень опасное явление. Погибают не только семьи, погибают даже полностью пасека может погибнуть. Поэтому я в этом видео вам расскажу, как избежать это явление, почему оно появляется. И если такое появилось, что нужно сделать, как спасти семью от разгромления, от полностью уничтожения пчел этой семьи или в нескольких семьях. Какое приспособление я придумал для этого, чтобы воровки не нападали на эту семью. Смотрите это видео, подписывайтесь, ставьте лайк. Поехали! Добрый день, уважаемые пчеловоды! Это пасека Лаврова, Витебская область, Беларусь. Сегодня 23 августа. Как раз такая пора, когда в природе взятка нет. И в это время на пасеке у пчеловода может возникнуть пчелиное воровство или напад пчел. Прежде чем показать свое приспособление и как оно работает, и как я использую это приспособление, в крайнем случае на своей пасеке, я вам расскажу, почему возникает пчелиное воровство на пасеке и какие семьи чаще всего страдают от этого явления. Так вот, если на пасеке пчеловод неряшливо себя ведет и неряшливо ставит работу на своей пасеке, то может возникнуть пчелиное воровство. Почему? Потому что, к примеру, пчеловод оставил кормушки с медом или сиропом, забыл. И пчелы уже и обнаружили эту кормушку, и напали, и стали около этой семьи крутиться, выбирать мед с кормушки и атаковать эту семью, где стояла кормушка. Если пчеловод повесил или где-то разместил рамки медовые, или сушь, или же даже оставил медовые рамки за доской в самом гнезде, что делать тоже нельзя. Это тоже провоцирует на гнездо. Рамка медовая и все рамки, даже с расплодом и с медом, они должны все в гнезде быть и прикрываться доской, а не за доской ставить медовую рамку. Это тоже будет провоцировать на воровство. Также оставляют слабые семьи и тянут их допоздна, думают, что что-нибудь случится хорошее из этой семьи, они поправятся. Ничего подобного. Их пчелы разворуют, такие семьи в первую очередь разворовывают. Но самое интересное, какие семьи страдают. Если на пасеке возникло воровство, какие семьи страдают? Ну, во-первых, те пострадают, на которую семью напали. А какие семьи нападают? И вот выясняется, что нападают семьи, сильные семьи, лучшие семьи нападают. Почему? Потому что у этих семей, которые все лето отработали, очень хорошо, продуктивно. У этих семей очень сильно развит инстинкт заготовления кормов. Он выше, чем инстинкт размножения. И эти семьи, конечно, они лучшие семьи на пасеке. Они за сезон продуктивно поработали. Им не важно, плохая погода, дождь идет. Они все равно летят на взяток, ищут. Если нет в природе, они будут искать у соседей, атаковать какие-то семьи. Вот почему страдают не только те семьи, на которые напали, но и лучшие семьи на пасеке. Поэтому избегайте пчелиного воровства, будьте аккуратны на пасеке, потому что пострадают семьи лучшие в вашей пасеке. Теперь мы конкретно подойдем к моему приспособлению, так называемый лабиринт для литка, который я вот придумал, использую для себя, хочу поделиться с вами. Он очень прост. Это приспособление очень простое в изготовлении. Я уже как-то показывал пчеловоду. Это обыкновенная трубочка. Они могут быть по диаметру разные. Если больше диаметра, значит могут пролезть несколько пчелок и пройти. Это как бы туннель такой получается. Если меньшего диаметра, значит когда воровство таком получается в пиковом моменте,
когда очень напад, значит, меньше диаметр трубочка. Значит, и пчелы нападающие, они не могут войти в эту трубочку. Как он действует, этот лабиринт? Вот сейчас я вам покажу. Смотрите. Вот на примере этой семьи. Значит, если мы заметили, что напали на эту семью, они, пчелы-воровки, стремятся куда? В литок. А пчеловод заметил, что в литок летят пчелы-воровки, причем их очень много. И уже устроили бойню. На прилетной доске внизу много пчел побитых. Кстати, эти пчелы побитые, какие будут побитые пчелы? Именно пчелы, которые нападающие. Потому что нападающие пчелы, они не агрессивные, они только стремятся проникнуть в литок и набрать корма. А агрессивные пчелы принимающей стороны, то есть это самого улья, пчелы это улья, которые защищаются. Они жалят, они тянут за лапки, за крылья атакующую пчелу. Вот. А атакующая пчела, нападающая, они могут обороняться, но они не жалят, там агрессивно не ведут, поэтому они больше всего и страдают, и пчелы около литка именно вот нападающие. Вот почему пчелы лучших семей к осени они слабеют. Если вот был напад, или пчеловод не заметил, что был напад, и там несколько дней не посещал пасеку, то к осени он смотрит, а были сильные семьи, продуктивные, хорошие, а пчел мало. Оставил там 8-9 рам им, а пчел улочки занялись. Пчелами немного, мало. Вот причина именно в этом. Значит, переходим к моему лабиринту. Значит, я заметил, что атакуют пчелы-воровки этот улей, и они стремятся в литок. Крутятся сбоку, летят в литок, слева в литок. Значит, если мы поставим лабиринт, то пчелы этого улья, они через лабиринт, через отверстие, они будут выходить. Раз она вышла, она и зайдет сюда, через свой лабиринт. Атакующие пчелы, они будут все равно стремиться в литок попасть. А он в лабиринт пчела не пойдет. Поэтому мы основано вот это приспособление именно на том, что лабиринт имеет какую-то длину, и пчелы могут выйти и зайти, родные пчелы. А атакующие пчелы чужие, они никак не могут догадаться, что надо войти в лабиринт, и будут стремиться именно в литок. Значит, смотрите, я ставлю лабиринт, и у нас есть поролон. Вот представьте, что идет напад, и мы быстренько все это ставим и закрываем. И закрываем. Все. Закрыли. Смотрите, что у нас получается. Закрыли. Атакующие, воровки, пчелы, они стремятся к литку. И поролон не мешает им зайти. Они будут крутиться около литка. Но сюда они не зайдут в лабиринт. А пчелы этой семьи, когда захотят выйти оттуда, или пчелы-воровки, которые там, они будут выходить из лабиринта. А зайти сюда не зайдут, потому что у них память осталась, что нужно в литок заходить, в литок. И вот таким способом мы можем дотянуть эту семью до вечера, допустим, до той поры, когда прекратится воровство, когда пчелы успокоятся, и можем как бы эту семью спасти таким образом, предотвратить вот сильный разгар этого напада. Вот я вам объяснил смысл этого приспособления. Вот посмотрите, видите, пчелы прилетели. Вот, прилетели, они, видите, тыкаются именно в литок.
Ну, это правильно, родные пчелы. Но также будут пчелы тыкаться в литок и нападающие пчелы, они не догадаются. Но та пчела, которая выйдет из лабиринта оттуда, она уже, родная пчела, снова придет в этот лабиринт. Дело в том, что у нас же разного диаметра. Вы можете тоже сделать вот большего диаметра. И на большем диаметре уже можно сделать как бы прилетную такую площадку. Вставить в литок одним концом сплющенным. Сюда может уже 2 пчелы зайти и выйти. И на площадку зайти туда. Все эти способы, где нужно поменять запах, допустим, керосину тряпочка положить или зеркальце ставить, они не очень эффективны. Все равно пчелы-воровки атакуют и будут бить до конца. А вот такой способ, уже вот из моего опыта, это такой более надежный, и эту семью спасти. Вот посмотрите, еще раз мы подождали. Видите, и пчелы все равно тыкаются, ищут место, где зайти в литок. Вот. Так же самое и атакующие пчелы-воровки. И будут искать, но они не пройдут туда. Вот смысл в чем. Значит, я вам что, рассказал. Сейчас мы это уберем, пускай пчелки заходят. Пускай пчелки заходят. Уберем. Так, уберем. Поролон. Ну, видите, пчелки здесь напада нет, они спокойно заходят. Ну вот, я вам показал это приспособление. Если вам нравится мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь. До скорой встречи.